Приветосики, народ, это Дитрих. Сегодня в видосе ты увидишь мобильные игры с крутейшей графикой. И я уверен, что хоть одна игра из топа была уже в твоем телефоне. Я даже готов поспорить. Я отвечаю, например, на очко хейтера. Ладно, давайте без шуток, досмотри топ до конца и напиши в комменты, в какую игру из топа ты уже играл. Погнали! Fortnite – королевская битва, которая перекочевала с компьютеров на смартфоны. Особо заморачиваться с сюжетом и игровыми событиями не придется. Все, что вам нужно, это собрать побольше оружия и постараться дожить до финальной стадии игры. Как все проходит? Вы с сотней человек высаживаетесь на карте. В каждом здании спрятано оружие и инструменты, с помощью которых можно возводить разные оборонительные сооружения. Ну а дальше все на ваше усмотрение. Можете сразу бежать штурмовать всех врагов, которых отыщете, а можете лутаться до посинения и возводить огромные баррикады вокруг своей позиции. Но помните, лучше быть неприметным, чем заявлять о себе с первых минут матча. Чем вызывающе вы себя ведете, тем больше желающих вас наказать. Если хотите победить, стелс ваше все. Отдельного внимания заслуживает вооружение. Тут тебе и топоры с другим оружием ближнего боя, двухстволки, снайперские винтовки, автоматы, пистолеты с глушителем. Выбирайте оружие, исходя из своего стиля игры. Это важно. Далее по топу мультиплеерный шутан на космическую тематику, который по графике и уровню проработки геймплея надерет задницу многим современным проектам на ПК. Сюжетной линии уделен минимум, но он все же есть. Человечество доизобреталось до того, что втянуло землян в бесконечные войны. Но теперь люди воюют не только дома, но и везде, где побывала человеческая нога. Большой арсенал оружия, ускоренный бег, высокие прыжки и классовые навыки. Используйте это все, чтобы уничтожить врагов. В игре есть несколько классов, например, скрытый диверсант и жирный танк, впитывающий в себя урон. У каждого члена в отряде своя миссия, придерживайтесь ее, иначе автолуз гарантирован. Амуницию и оружие можно прокачивать, чтобы чувствовать себя на поле боя еще уверенней. Кстати, братишки, по секрету, тут есть даже джетпаки. Собирайте команды, объединяйтесь в кланы и сражайтесь за право называться лучшими солдатами. Ну что, готовы? Тогда смело залетайте! Лучшие игры на Android это, конечно, круто, но как насчет настоящей легенды? Перед вами вторая часть культового зомби-шутера с видом от первого лица. Здесь шикарно все: бои, графика, десятки видов оружия и бесконечные волны живых мертвецов. Тут столько возможностей, что первые минуты натурально могут скружить голову. Начинайте вы в своем убежище. Тут все: оружие и его прокачка, статистика, карта с заданиями и так далее. Выбирайте миссию, подбирайте оружие и отправляйтесь в бой. Миссии здесь не однотипные, не будет тупых квестов типа «пойди постреляй» или «уничтожь 10 зомби». Нет, здесь рулят полноценные сценарии с второстепенными персонажами и даже неожиданными концовками. А вот сам бой — это настоящее искусство. Обычно стрелять от первого лица в играх на телефон неудобно, но не в Dead Trigger 2. Стрельба здесь настоящее удовольствие. Выбирайте холодное или огнестрельное оружие, отправляйтесь выполнять задания и не забывайте проходить второстепенные миссии. Игрового контента здесь хватит на сотни часов, так что в ближайшее время вопросов вроде «во что поиграть на Android» у вас не будет. И уже по традиции ни один мой топ игр на Android не обойдется без крутых гоночек. Конек игры — это реалистичность и просто шикарная графика. Запустите игру и вы тут же перенесетесь на спортивные треки, где будете управлять автомобилями, которые реально существуют. Фишка вот в чем: трассы, внедренные в игру, существуют и в реальной жизни. Здесь собраны самые интересные спортивные треки со всего мира. Ну а позже, когда вы привыкнете к рулю и к сложному управлению, можно будет почувствовать настоящую мощь. Только представьте: одно нажатие на экран, и всего за несколько секунд ваш спорткар разгонится до нескольких сотен километров. Круто, правда? Так вот, что предлагаю: устанавливайте игрушку, зовите кентов и отправляйтесь в заезды в режиме онлайн. Когда покатаетесь, расскажите в комментах, понравилось или нет. Жду ваших отзывов.
Итак, перед вами экшен-РПГ, который перенесет игроков во вселенную драконов, монстров, магии и холодного оружия. Здесь есть все, что присуще ролевым играм. Прокачка, выбор класса, улучшение брони и так далее, поэтому много говорить об этом не буду. А вот что стоит внимания, так это предыстория и атмосфера. Не буду спойлерить, просто скажу, что в глубинах ада пробудилось зло, способное уничтожить весь наш мир. Теперь безжалостным воинам нужно сразиться с исчадьями ада и уничтожить главного злодея. Вы будете организовывать рейды в подземельях, фармить, искать уникальные шмотки и бесконечно улучшать своего перса. Врагов тут можно захватывать в плен, чтобы использовать их в своих целях. Если повезет, сможете отыскать дракона, который будет перемещать вас по карте. Но дракон — существо могущественное, просто так в руки слабаку он не дастся. Придется доказать, что ты достоин его. В общем, веселухи тут полно. Кстати, если вы уже играете, можем попробовать собрать пати на какого-нибудь босса прямо в комментах. Будет круто. Так, что тут у нас? Крутой шутан, наконец-то! Этот проект сразу был запущен на ПК в двух версиях, а позже добрался и до смартфонов. Это королевская битва с закосом под реализм. Отправиться на тот свет вы можете даже от одной пули или удара ломом. У каждого ствола реалистичная отдача, а пуля летит ровно столько, сколько и в жизни. Поэтому стрелять придется на опережение. А смысл игры вот в чем. Вы и еще 99 игроков высаживаетесь на одной из карт. Сразу вы абсолютно безоружны, есть только кулаки. В домах и других зданиях разбросаны аптечки со стимуляторами, оружием и броней. Собирайте все это и отправляйтесь в бой. Победитель тот, кто последним останется в живых. Но просто закрыситься в укромном местечке не получится. Зона, в которой можно находиться, постоянно сужается. А если вы находитесь вне зоны, то получаете нехилый урон. Поэтому хочешь не хочешь, а в зону чесать придется. Тут много фишек, например, та же сковородка. Ее можно использовать как оружие ближнего боя, а можно прицепить на задницу, чтобы блокировать часть урона в спину. Круто, правда? Игра универсальная, поэтому понравится каждому. Рейтинг игр с крутой графикой не может обойтись без 9-й части Асфальта, динамичного рейсинга на крутых спорткарах. Вы будете летать на этих тачках так, как бегает местная гопота за пивом за 5 минут до закрытия магаза. Рассказывать тут нечего, нужно увидеть и попробовать. Эта игра сделана на уровне консолей и мощных ПК, поэтому графика здесь просто роскошная. Владельцы слабеньких смартфонов сейчас уронят слезу, но да, Асфальт 9 это требовательная гоночка, которая будет работать не на всех устройствах. Ну а что вы хотели? Динамика, отличная графика, 50 автомобилей, проработанные трассы и реализм. Как это все потянет на стареньком смартфоне, а? Ну а тем, у кого мобилы покруче, говорю прямо, смело качайте. Вот мы и добрались до по-настоящему крутого проекта в нашем топ-10 игр на Android. Думаю, все же помнят легендарный Skyrim, Oblivion и Morrowind. Так вот, те же разработчики выпустили игру в стиле Skyrim на ваши смартфоны. Сюжет такой: ваш город разрушили злые силы. Теперь вам придется восстановить его, попутно уничтожая врагов и сражаясь на арене с реальными игроками. Одна из самых крутых фишек в игре — это арена. Здесь вам рандомным образом подбирают противников, которых само собой нужно одолеть. Но если не справитесь, стыд будет преследовать вас до конца дней. А вот если победите, получите ценные бонусы признания игроков. Вселенная The Elder Scrolls Blades огромна, поэтому каждый найдет здесь занятие по душе. Если любите классический RPG с красивой графикой, игрушка точно вам зайдет. Серия Call of Duty всегда была на шаг впереди своих конкурентов во всем: графика, геймплей, возможности и даже сюжет. И вот разработчики добрались до мобильных платформ и представили миру Call of Duty Mobile. Создатели не стали ограничивать геймеров одним режимом или одной компанией. Вы спросите, а что же здесь можно делать тогда? А я отвечу, да чё хотите, ё-моё. Тут много игровых режимов, какой хотите, такой и выбирайте. Например, здесь есть файты 5 на 5, дуэль для снайперов и даже королевская битва на 100 человек, прям как в PUBG. Это не просто шутер, где вы будете бездумно стрелять, нет. Здесь вы будете подбирать экипы для каждого отдельного боя, получать оружие, костюмы, предметы снаряги и еще очень много чего. Это не та игрушка, которая быстро надоест. В нее можно играть годами, и все равно вам не удастся заполучить все награды и возглавить рейтинги. Но потому что выходят постоянные обновы, которые заставляют рубиться игроков вновь и вновь. Так что если ищете стрелялку, в которую сможете влюбиться, то вот она.
Ну и наконец-то почетное первое место в сегодняшнем топе игр на Android. И iOS тоже не забыли. Кстати, братишки, напишите в комменты, кто у меня тут играет с айфонов. Так, ну к первому месту у нас тут Паскаль Свейгер. Это что-то с чем-то. Темная фэнтези вперемешку с ролевой игрой, экшеном и крутым сюжетом. А сюжет здесь таков. Произошел природный катаклизм, в результате которого солнце упало на дно океана. Мир погрузился во мрак, но это далеко не все проблемы человечества. Лишенные солнца земли окутал загадочный туман, который превратил людей в поехавших психов. Вы будете играть за разных персов, попутно узнавая подробности катаклизма и всего происходящего вокруг. Вы должны спасти людей и создавать для них нормальные условия жизни. Игра по-настоящему мрачная, даже местами криповая, поэтому она обязательно зайдет тем, кто любит загадки, запутанные сюжеты и игровой процесс, который не даст втыкать и минуту. А на сегодня все, братишки, не забывайте подписываться, ставить колокольчик, жать на лайки и все такое. Я вас всех люблю, всех обнял, всем удачки, до скорой встречи в новом топе, пока-пока.